год назад этого здания еще не было. То есть нам кажется, что это все, конечно, делалось долго, но так, если объективно разобраться, то, я считаю, мы шагаем семимильными шагами. Идею ресурсного центра подсказал на самом деле Департамент соцзащиты Москвы. У них за государственные деньги сделан такого же плана ресурсный центр, который рассказывает заинтересованным государственным служащим, которые решают эти вопросы, самим инвалидам, архитекторам, еще кому-то, людям, отвечающим за решение вот этой проблемы и создание безбарьерной среды, какие вообще бывают решения в этой области. И реакция у них примерно такая же, как у вас. Вау, оказывается, проблем никаких нет. То есть можно найти решение абсолютно для любой технической проблемы, для любой лестницы, даже для винтовой. И мы начинали, собственно, со своей коляски, которая ездила Observer Maximus, которая ездила по ступенькам. Потом появились пандусы, теперь мы эти пандусы уже делаем сами. Потом появились коляски со встроенным ступенькоходом. Потом появился спрос, опять же, и появилось наше предложение с универсальными ступенькоходами, подходящими к абсолютно любой коляске. Ну и завершающим штрихом у нас появились лестницы-трансформеры, подъемные платформы и даже лифты. Это только наше вложение. Это мы делаем сами. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Это, в общем, такая прям золотая формула, которая хорошо работает. Сломал шею или попал в аварию. Все, он обездвижен. Он учится на 3-м курсе университета, хочет продолжить это образование. Что делать? А вот оно, готовое решение. Коляска Observer Hybrid, которая на этот 5-й этаж поднимается совершенно спокойно за 7 минут. И это абсолютно уникальное решение. В индивидуальных случаях, когда человеку действительно это надо, не для того, чтобы, то есть аргумент «хочу пойти гулять» пока, к сожалению, не работает. Но аргумент «я молодой, активный, хочу учиться, хочу жить полноценной жизнью, я ее веду, эту полноценную жизнь, и для этого мне нужна вот такая коляска», он работает, соцслужбы объявляют отдельный конкурс, и под этого конкретного инвалида закупают через электронный аукцион такую коляску. Кресло-коляска, она электрическая. При помощи джойстика регулируются все положения коляски. То есть регулируется высота сидения, угол наклона сидения, угол наклона спинки. То есть инвалид, не пересаживаясь, сидя в коляске, он может отдохнуть. Он может поднять подножки, чтобы ноги не отекали. Он может в этом же кресле, не пересаживаясь, сделать диализ, если у кого-то проблемы с почками. То есть кресло полностью многофункциональное, и при помощи джойстика, при помощи одной действующей руки он может управлять этим креслом. Не только передвигаться, но и менять его конфигурацию.
мы поставили 5 лифтов и 6 подъемных платформ в Сочи перед Олимпиадой. Нам губернатор дал 1,5 миллиона на Зеленоградск и 1,5 миллиона на Пионерск. И по итогу будет идеальный пляж, вот все как должно быть. Раздевалка такая, как должна быть, там кушетка, как должна быть. Сейчас мне не нужно напрягать сына до такой степени, что он брал меня на руки, относил в море. Теперь это все приспособлено, цивилизовано, красиво, заманчиво для всех людей, все, потому что я смотрю, как наблюдают, всем интересно. И мы теперь не сидим, не завидуем людям, которые купаются, не жаримся на солнце. Теперь у нас есть возможность такая искупаться самим. Очень замечательно. Я и так часто приезжаю, теперь в 2 раза чаще буду приезжать на море. Лет 10 вообще не катался. Да, ну как бы так. У меня есть возможность доехать до пляжа, а дальше все. То есть вот меня так люди добрые брали вот на этой советской телеге, которая называется «Надежда». Брали и прямо на руках до моря дотаскивали.